Друзья мои, всех приветствую! Мне очень много писали про то, что я должен обязательно сделать обзор про новые войска в игре State of Survival, а именно про Т-12. И, естественно, я не мог пройти мимо, и сейчас мы с вами обо всем поговорим. Но прежде чем начнем, хочу сказать, что скоро в телеграм-канале в честь Нового года мы будем делать раздачу 15 футболок State of Survival. Поэтому переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и скоро вся информация будет там. А мы начнем этот ролик. И хочу сказать о том, что, если вы помните, войска Т-11 впервые были анонсированы 2 года назад. И с тех пор было огромное количество разговоров про войска Т-12. И они, наконец-то, их ввели в игру. Теперь у нас есть войска 12 уровня. Это у нас кристальный передовой, это пехота. Дальше идет кристальный гонщик, это наездники, и кристальный арбалетчик, это охотники. А начнем мы этот обзор по порядку и начнем со входа в игру. У нас есть события входа. Здесь мы сможем получить плазму, ускорители и кристальные осколки, которые нужны для новой лаборатории, где мы будем изучать те самые войска Т-12. В принципе, заходим просто в игру, заходим в эту вкладку, забираем награды. И здесь, в принципе, ничего сложного нет и вопросов тоже нет. Дальше у нас идет поиск кристальных осколков. Это улучшенная утечка плазмы, где добавили возможность обменивать кристальный осколок. Для этого мы чистим радар, все как обычно, но в нашем случае получаем кристальную руду. Ее, в свою очередь, обмениваем на осколки. Здесь я бы, конечно, советовал пока именно обменивать руду на кристальные осколки. На текущий момент в этом событии вы можете обменять всего 40 кристальных осколков, ну и там дальше другие элементы. Дальше у нас новый бонус исследования. Здесь мы выполняем задания и получаем монеты, которые в свою очередь сможем обменивать на ресурсы. Здесь бы я также рекомендовал пока только обменивать кристальные осколки. По заданиям информация следующая. Здесь можно будет уничтожить 200 зараженных, что даст вам 10 монет для обмена. Дальше у нас идет лимит на плазму 2200. У меня цифры здесь немножко отличаются, но я вам даю ту информацию, которая есть на сегодняшний момент, поэтому вам будет проще ориентироваться. И лимит на красные осколки 1500. Может быть и дальше есть, но пока мы, к сожалению, информацию не имеем. То есть я даже еще пока их вообще не обменивал, но этот лимит достигает до 1500. То есть игроки, которые уже обменивали, предоставили информацию, она гласит, что 1500 можно обменивать. Здесь, я думаю, тоже также никаких проблем не возникнет. Так, дальше мы идем. У нас идет развитие технологий кристальной энергии. Это все по типу гонки вооружения. Выполняем задачи на протяжении времени и получаем награды с нижней строчки. Верхнюю строку можно открыть, потратив алмазы. Здесь, конечно же, это донат, я тут ничего рекомендовать не могу. Выбор за вами, но я бы взял, конечно же, правую, где можно взять ускорители, плазму и те самые кристальные осколки, о которых я дальше скажу. Поэтому здесь, если будет стоять выбор, конечно же, берите правую и не сомневайтесь. Дальше у нас идет высвобождение силы. Это событие пока недоступно, но по названию можно сделать вывод, мы предполагаем, что это схоже как с Титаном. Может быть, тут будет то же самое. Естественно, в ближайшее время оно появится, мы увидим. И что, давайте теперь перейдем к новой лаборатории. Институт кристальной энергии. Здесь у нас есть 4 ветки. Это у нас шеф, пехота, гонщики и охотники. И начну я, наверное, с шефа. И скажу так, что ветка шефа даст вам следующие бонусы. Изучив все исследования в ней: скорость марша плюс 20%, атака войск плюс 5%, оборона войск 5%, атака каждого типа войск 10%, оборона каждого типа войск 10%. И здесь есть очень интересный активный навык, на мой взгляд, мне он очень понравился: срочный набор. Вне зависимости, открыли вы Т-12 или не открыли, если вы изучили
все таланты в ветке шефа и открыли срочный набор, то каждые 2 дня вы сможете его активировать, и без расходов ресурсов вы получаете по 840 единиц каждого типа солдата Т-12. Я надеюсь, вы поняли. То есть каждые 2 дня его активируем и получаем по 840 солдат Т-12, вне зависимости, изучили вы эти ветки или нет. Так. Дальше мы идем изучать войска, и на примере пехоты я поговорю именно о всех исследованиях, которые здесь расположены, и о цифрах, которые дают. Значит, смотрите, сразу хочу сказать, что исследовать полную ветку не обязательно, чтобы открыть войска Т-12. Для этого нам нужно изучить только первые 5 исследований, и тогда у вас появится возможность для изучения кристальных пехотинцев. И что хочу еще сказать, очень главное, может быть, меня, конечно, за это будут критиковать, но на самом деле эта информация достоверна, это так и есть. Войска Т-12 выглядят намного дешевле, чем войска Т-11. Для примера, игрокам хватило 20 тысяч алмазов, чтобы открыть пехоту Т-12. Конечно, для free-to-play это не будет быстрый путь, но вполне возможный. Если идти только до Т-12, вы получите следующие бонусы к статистике именно пехотинцев. Ну вот, я имею в виду, изучая вот эти 5 исследований. Это вместимость марша 3000, атака 15%, оборона 15%, здоровье 15%, смертоносность 15%. И, естественно, то самое исследование, которое отвечает за Т-12. Повторюсь, что эти исследования именно относятся к пехотинцам. То есть вот эти первые 5, ну, первое расширение марша, это, естественно, общий марш, а последующие 4 исследования относятся только к пехоте, цифры вы видите на своих экранах. Дальше, после изучения Т-12 кристальной передовой, вот этого исследования, у вас открываются дополнительные 5 исследований. Они, в свою очередь, изучив, дадут такие вот цифры. Атака 20%, оборона 20%, здоровье 20% и смертоносность 20%. И откроет активный навык именно пехотинцев кристальный щит, о котором я тоже чуть позже скажу. Наездники и охотники все то же самое, идентично с пехотой, поэтому говорить о них я не буду. А сейчас давайте мы перейдем и сравним статистику Т-11 и Т-12, чтобы понять, нужны они нам или нет. Как мы видим, здоровье войск Т-11 26, атака 19, оборона 27, смертоносность 17. Ну, боевая мощь, как бы, для нас такая немножко неизведанная критерий, вот. У пехотинцев Т-12 здоровье 29, атака 21, оборона 30 и смертоносность 19. То есть прям, ну, они намного сильнее, это понятно. Но самое главное, о чем я хочу сказать, это про тот самый кристальный щит. Это активный навык Т-12. Если вы его изучите, он дает щит, поглощающий 300% урона в начале боя. Щит активен на протяжении 2 ходов. На мой взгляд, этот активный навык пехоты дает очень сильное преимущество для пехотинцев, так как мы знаем, что пехота играет огромное значение, и такой процент поглощения урона на протяжении первых 2 ходов, на мой взгляд, даст большой прирост мощности. Дальше у нас идут наездники, все цифры вы видите на своих экранах, и у них есть также активный навык кристальное зелье. Добавляет адреналин дружественным войскам в начале боя, уменьшая урон, получаемый пехотой, на 2% и увеличивает урон, наносимый охотниками, на 2%. Эффект длится в течение 5 ходов. Но так как мы знаем, что наездники саппорты, вот на мой взгляд, вот их активный навык тоже для общего положения дел в бою сыграет очень хорошую роль, на мой взгляд. Дальше у нас Т-11 и Т-12 охотники с их активным навыком кристальные стрелы.
увеличивает наносимый урон на 1% каждые 5 ходов. Здесь как бы, ну, интересно, но надо смотреть. Выбор, естественно, стоит за вами, какие войска вы прокачиваете в первую очередь, для каких событий. Мы знаем, что те, кто играет в PvE режиме, больше качают охотников. Кто любит СВС, ПВП, качает пехоту в первую очередь, уже потом наездников. Поэтому здесь как-то так. По описанию Т-12 будут, на мой взгляд, очень полезны. И думаю, сейчас уже не стоит вопрос, увеличивать уровень штаба или же качать новый тип войск. Мой выбор таков. Т-12 стоит дешевле, нежели прокачка исследований в военном институте Плазма 8 и Плазма 10. Технологии до открытия Т-12 также дают хороший буст для статистики вашего аккаунта. То есть, понимаете, да? То есть, изучая просто Т-12, вы и так получаете хороший бонус ко всей статистике. А просто думать про 8-ю, 10-ю плазму, ну, я бы еще больше отложил в стороночку. Сейчас скажу. Поэтому я бы поступил так. Пехота Т-12, охотники Т-12, технологии шефа и в конце наездники Т-12. На текущий момент это выглядит оптимально для меня. За это время, пока я играю, я, по моим наблюдениям, много раз на СВС встречал штабы 9, 10 звезды, которые я с легкостью в соло пробивал. Поэтому я бы рекомендовал вам расти не в высоту, то есть не создавать видимость, что вы очень мощный, а вы можете оставаться на... Не прокачивать там 8-ю, 10-ю звезду, а прокачивать свою мощь. То есть не в высоту, а в ширину. То есть не гнаться за звездами, а становиться такой плотной, сильной коробочкой, внутри которой будут сидеть сильные войска с хорошей статистикой. И, в принципе, за это время вы сможете спокойно подкопить плазмы и полиплазмы для увеличения уровня штаба и технологий в военном институте. Это уже в будущем. Итак, войска Т-12 можно получить через переобучение Т-11 в Т-12. На скриншоте вы видите затраты на переобучение при условии, что это П-10 и тренировочные лагеря тоже плазма 10. То есть 10 переобучаем в Т-12. Это расходы, которые потребуются. И под конец ролика разберем, откуда будем получать элементы для прокачки. Для новых исследований нам потребуются кристальные осколки и кристальная эссенция. Это у нас синие, это кристальные эссенции и осколки, о которых я говорил. Кристальную эссенцию можно получить через переработку ресурсов. Вот здесь мы будем их перерабатывать в неделю 20 штук. Итого 200 кусков эссенции в неделю. А также за переработку плазмы и полиплазмы. Курс такой: 10 плазмы 10 эссенций, 1 полиплазма 10 эссенций. Здесь очень важный момент, хочу, чтобы вы обратили внимание. Видите, здесь есть лимит 1000, да? Вот я переработал 200 эссенций и 70 эссенций за счет плазмы или полиплазмы. И 200 за счет ресурсов. Итого мы видим, что у меня 270. Вот лимит здесь 1000, здесь 10 тысяч. То есть вот этот лимит, когда я достигну, мне нужно будет что-то исследовать, потратить эссенцию, чтобы у меня появилась возможность дальше перерабатывать. Понимаете, да? То просто копить, потом, чтобы под какое-то событие, если, ну, естественно, это без сомнений, в игре появится возможность на событиях тратить ресурсы, чтобы получать очки, ну, в событии. Поэтому здесь тоже нужно будет строить стратегию. Теперь о красных кристаллах. Их можно получить во временном событии входа, о котором я говорил в начале. Во временных событиях новый бонус исследований и развитие технологий кристальной энергии. Опять же, о которых я говорил в начале. В этих событиях я бы постарался получить красные осколки по максимуму. Сейчас я лично буду все свои силы бросать на получение красных кристаллов. И еще одно место, где мы будем получать эти кристаллы, это магазин резервуара. Здесь как раз вот мы можем обменять 100 штук за 100 тысяч монет, которые мы получаем в рейде на резервуар. Ну и, естественно, донат. То есть мы здесь будем получать, покупая за алмазы красные кристаллы. Вся градация, то есть за сколько алмазов, сколько кристаллов и ресурсов вы получаете, есть на нашем сервере в Дискорде. Поэтому обязательно подписывайтесь. Там вся самая актуальная информация, все, что мы только узнаем, что-то достоверно утверждаем, естественно, мы туда все это выкладываем. Итак, еще очень важный момент, ребята.
вы должны знать, что исследовать технологии до Т12 можно даже если у вас нет Т11. Но вот открыть технологию и обучать Т12 можно только если у вас уже есть Т11. То есть без Т11 вы не сможете обучать Т12. Но, обратите внимание, срочный набор вам будет каждые 2 дня позволять создавать эти Т12. Ну, конечно, цифры очень маленькие, там 840 войск каждые 2 дня, это мало, но мне кажется, тоже интересно. Давайте немножко цифр. Для исследований шефа потребуется 1225 кристальной эссенции, то есть на всю вот эту ветку. 299 кристальных осколков. Для одного типа войск, на примере, допустим, опять же, да, пехоты, все остальные наездники, охотники, те же самые цифры. Это 1251 кристальная эссенция и 1234 кристальных осколков. Вся остальная информация в скором времени будет опубликована на нашем сервере в Дискорде. Опять повторяюсь, так что переходите. Друзья, надеюсь, вам понравился обзор. В принципе, ничего какого-то сверхъестественного я и бы не смог сказать. Дальше будем эти войска тестировать, и уже в бою будет понятно, что они из себя представляют. Самое главное, я хочу вам сказать, с выходом Т-12 топы, танки, они захотят их проверить. Ребята, никто не отменял будильник на 8 часов. Щиты в игре есть. Встаем по будильнику, ставим щиты, не расстраиваемся и никого не огорчаем. Поэтому ваша безопасность в ваших руках. А я обязательно должен сказать, что я создал новый канал в YouTube, который называется Gore Team Live, в котором я провожу стримы про другие игры. Подписывайтесь. Даже если у вас есть вопросы по State of Survival, чаще всего я там нахожусь в стримах, в прямом эфире, можете приходить, задавать вопросы. Ну а я благодарю вас за просмотр. Вопросы по Т-12 пишем в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. А убегать из игры или оставаться и бороться за свое благополучие — это ваш выбор. Всем пока, берегите себя.